во второй отпуск! Напоминаю, что в прошлой серии мы исследовали самый большой остров Азорского архипелага – Сан-Мигель. Вулканические озера, чайные плантации, серфинг и самые вкусные ананасы в мире – все это ждет вас на канале. Ну а мы уже летим на Пику. Что, сейчас будешь спать? Я не знаю. Перелеты между островами выполняет местная авиакомпания SATA. Багаж тут забирают прямо перед посадкой, так что все это больше напоминает поездку на автобусе. Изначально, чтобы разнообразить путешествие, мы планировали добраться до Пику на пароме. Но в 2024 году их отменили. Так что нам оставался единственный вариант – 40-минутный перелет за 80 евро. Кстати, самый дорогой за все путешествие. Мы так быстро прилетели, что я даже не успела сделать истории за вчерашний день. На Пику и вот Пику. Итак, там за облаками находится самая высокая точка Португалии – Пику. А если учитывать еще и 6 километров под водой, то этот вулкан всего на 400 метров ниже Эвереста. Помните, как мы поднимались на Серу да Эштрелу? Так вот, теперь мы прилетели сюда, чтобы покорить и Пику. Через полчаса после посадки мы уже сидели в арендованной машине. Из-за лабиринтов из вулканического камня вид за окном сильно отличался от того, к чему мы привыкли на Сан-Мигеле. И может быть поэтому остров сразу же показался нам таким колоритным. Впереди, кстати, соседний Фаял, и на него запросто можно добраться на пароме. А вот наше восхождение было под угрозой, потому что шапка Пику все еще скрывалась за тучами. Но подумаем об этом завтра. А сейчас я расскажу вам про азорские продукты. Из прошлого видео вы уже знаете, что коровы на островах занимают особое место. Поэтому тут много вкусной молочки, особенно сыров, и есть даже свое вяленое мясо. В соседнем отделе вы найдете вкусные и дешевые рыбные консервы. А на Пику выращивают еще и клубнику. Приятно удивило, что продуктовые острова не предлагают бесплатные полиэтиленовые пакеты. Вместо этого можно купить плотный пластиковый, сеточку или взять бумажный. Ну и самое главное открытие для меня – островное вино. На континенте его найти довольно сложно. Думаю, хватает и своего. Но на островах оно есть в каждом магазине. Цена стартует от 10 евро. Во вкусе не разбираюсь, но с брендингом у них тут явно все в порядке. А мы приехали заселяться. Нам пришлось выйти, потому что тут такой заезд тяжелый. Хотя на видео не видно. Андрей, может, ты не будешь сзади идти? На Пику мы будем жить в супер традиционных домиках из вулканического камня, черного, вот с такими красными рамами. Это наш дом, да? У нас на территории много таких домов. Еще есть общий бассейн и джакузи. Сейчас покажу. Итак, что же у нас здесь? Почему-то работает телевизор. Пожалуй, выключу. Кухонка с холодильником, вытяжкой, микроволновкой, даже печкой. Кровать для Артема Бутенко очередная. Дальше. Санузел. Первый. Комнатка. Кровать. Вот такой вид на океан. Здесь второй санузел и вторая комнатка. Как вы поняли, тут квартира такого коридорного типа. Попросила у хозяйки ключ от этой двери, чтобы можно было проходить через улицу и не беспокоить людей в этой комнате, но они сказали, что ключа у них пока нет. Не знаю. Надеюсь, все-таки дадут, и мы будем чувствовать себя более уютно. Пошла вторая неделя отпуска. Суп, водичка, никакого алкоголя. Дожили. Это какая-то местная азорская клубника. Сочная, не супер сладкая, но вкусная. Ну что, 7 утра. Андрей приготовил завтрак. Сейчас мы покушаем и поедем на вулкан. Быстро позавтракав, мы прыгнули в машину. Погода была настолько пасмурной, что я даже не могла понять, где вершина вулкана. Ну, ты думаешь, это не то? Ну, это выглядит как холм, реально. А зачем я тогда это снимаю постоянно, если это не то? Непонятно на что рассчитывая, мы поднимались все выше и скоро очутились в облаках. Класс. Сейчас мы приехали на отправную точку для тех, кто хочет подняться наверх. Высота 1100 метров. Высота Пику 2300. Сейчас пойдем в домик. Зай, подержи мне дверь. Ола. На старте нас ждал уютный домик. Мы выслушали инструктаж, заполнили бумаги, попрощались с ребятами и вышли на тропу. В общем, мы на
начали восхождение. Ребят не пустили, потому что у них не трекинговые кроссовки, к сожалению. У нас трекинговые, поэтому нам пришлось идти. Во-первых, мы заплатили 25 евро, о чем не было нигде информации. Ты смотришь, чтобы у тебя воды не было на объективе? За 25 евро нам выдали вот такие рации, чтобы связываться в случае emergency, и еще это GPS-трекер. Еще нам сказали, что где-то нет связи и где-то самое страшное место, но я не поняла где. Ну и самое главное, нам сказали, что 100% сегодня весь день будет дождь и шапка будет в облаках, так что мы ничего не увидим, мы поднимаемся чисто для себя, так что не уверена, что даже вы увидите что-нибудь красивое. Ну а мы пошли. Мы поняли, что забрали ключ от квартиры. Ты пойдешь отдашь? Нормально на тебя? Не посмотрели, как на дурачка? Все, пойдем, зай. Мы встретимся с вами попозже, когда чуть-чуть разберемся. Очень сильный дождь, как видите. Всю камеру заливает через секунду. Я не могу даже записать ничего. Всем пока. Ну что, наш первый указатель. Ура! Истерика. Кажется, нам надо переставать снимать и просто идти, потому что мы еще не отошли ни насколько. У меня уже очень мокрые штаны. Все, я пошла. И тут я сразу хочу извиниться за все проблемы с картинкой и звуком. Мы очень старались, но условия были против нас. Это лава, посмотрите, она прямо так истекала вниз. Смотрите, это очень впечатляюще. Все известные извержения на пику происходили не из кратера на вершине, а из жерл на его склонах. В последний раз это случилось 300 лет назад. Отсюда и лавовые дорожки. В некоторых местах лава вот так вот проломлена, там воздух и травка растет. То есть, по сути, надо идти очень аккуратно, такое может случиться и с нами. Но погодите переживать, это всего лишь мое предположение. Я совсем не хотела вас пугать. Я бы сказала, что подниматься не страшно и не опасно, но тяжело, как по большим ступенькам. Ну и, конечно, очень мокро. Обязательно берите с собой такую погоду, уважаемые штаны. Наши следующие покупки. Но я хотела, в принципе, рассказать, что вот видите, там метка с крестиком, там, где ровная тропинка. И, конечно, нам не туда, нам вот туда вверх. Стой. Нам идти вот туда вверх, карабкаться. Я пошла. Вообще на пику часто поднимаются с проводниками, но мы, если честно, не поняли зачем. Благодаря столбикам с номерами сбиться с тропы сложно. На регистрации предупреждают, что если не видите заветную метку уже 300 метров, то поворачивайте назад. Так вот нам везет с погодами на хайках. Сначала погода была нашей единственной проблемой, но потом начались сильные подъемы. Вам не видно, но это сейчас очень сильно круто. Я вкарабкалась вот здесь на четвереньках. У Андрея там, кажется, не лучше. Жесть, да? Возможно, камера, как обычно, не передает уклон, но поверьте на слово, с этого момента идти стало очень сложно. Мы на высоте 1700. Мы очень серьезно задумались над тем, чтобы идти назад, потому что ветер усиливается. Приходится карабкаться на четвереньках. Я не уверена, что мы дойдем. Столбик за столбиком просто чуть-чуть поднимаемся, в любой момент готовы пойти обратно. Пойдешь? Я не знаю. Не хочешь? Тут мы обнаружили большой плюс парного подъема. Кризисы наступают в разное время, и вы вдохновляете друг друга продолжать путь. Но не все так идеально. Маша все карабкается, она очень быстро идет. Вот, например, с чем столкнулись мы. Хотела рассказать, что у нас с Андреем есть одна проблема. Я иду быстрее, и потом мне очень холодно его ждать, и забиваются ноги. А ему тяжело идти быстрее, и для безопасности, конечно, он не должен торопиться, должен идти в своем темпе. Честно говоря, подъем сложноватый. Я вообще в себе не уверен. Я не очень подготовлен к таким подъемам. Если бы погода была еще нормальная, можно было бы. А так вообще жесть. Ветер усиливается, дождик, облако. Все как мы любим. И мы постараемся сделать все, что сможем. Если вам показалось, что этими словами я готовлю вас к тому, что мы вот-вот повернем назад, то вам не показалось. Надежд на то, что погода улучшится или у нас откроется второе дыхание, не было. И мы всерьез готовы были сдаться. Но нас спасло то, что к этому моменту самый сложный участок пути остался позади. Мы следим по такой вот карте. Вот весь маршрут, видите, и мы уже преодолели, как серпантин, дорожку. Дальше как будто должно быть легче, и вот мы уже должны быть в кратере, в котором все должно быть спокойно. 1,6 наша скорость, и сейчас мы на высоте 2 с чем-то. Да, чуть больше 2000. Я не представляю, как мы будем спускаться назад, потому что это очень тяжело, мокро и ноги забиты. Но надо хотя бы сначала подняться. Меня уже трясет от холода. Забавно, что те камни, по которым ты сначала забираешься с руками и очень боишься, через какое-то время просто тебе пофиг, и ты уже поднимаешься по им без рук. Только что встретила вот этих ребят, которых вы практически не видите из-за
катался по горам в воде, полностью мокрый. Ты просто чувствуешь себя, я не знаю, самым счастливым человеком на свете. Но это буквально секундочки, я даже не знаю, если такое случится, опять передаст ли эта камера. Дорога уже, правда, полегче, практически 3 минуты. Вот и Андрей подошел. Я встретила вот этих ребят, они сказали, что it is almost there. В этот момент я не могу перестать думать о том, что промерзшие насквозь с забитыми ногами мы не выдержим обратный путь. Хотя лучше бы сначала подумала о том, как в таких плотных облаках найти конец маршрута. Кажется, это все. Кажется, мы подошли к кратеру. Мне так кажется, я не знаю. Нет, кажется, еще наверх. Я не вижу ничего выше, есть ощущение, что это оно. Это оно? 46-й столбик, и здесь нет ничего. Это что, кратер вулкана? Спасибо людям из интернета, от которых я заранее узнал, что ищем мы 47-й столбик, окончание маршрута. Но вместо него мы находили только странные пещеры. Смотрите, тут есть какая-то комнатка. Тут какая-то дыра, это очень страшно. Зря мы надеялись, что в кратере не будет ветра. Тут было еще холоднее, чем на склоне. Факт того, что мы добрались до последней метки. Сейчас я сниму. Конечно, ни на какую обложку мы не сфоткались. И вообще, следующий час не брали камеру в руки, потому что спускаться было довольно опасно. Мы уже подошли к 12-13 столбику. Кажется, жизнь закончилась. Скоро мы будем в тепле. Еще одна причина, по которой мы мало снимали. Ой, что у меня это? Усилившийся дождь. Вода на камере. Ну что я могу сказать? Я не знаю, как выйти из камеры. Ну что я могу сказать у этого... Ой... Извините. Что я могу сказать у этого 6-го столбика? Пока я протирала камеру, ты уже пришел. Ничего. Мы стоим около первого указателя, представляете? Мы дошли. Наша дорога превратилась в водопад. И шли просто по воде. Я успела уже поплакать от переизбытка эмоций. Очень сильно мечтала о сухих джинсах, а потом поняла, что, наверное, они в рюкзаке Андрея вообще далеко не сухие уже. Нам осталось совсем чуть-чуть. Я очень рада, что ребята не пошли, потому что это сомнительный экспириенс. Я очень рада, что мы дошли до конца и вернулись живые назад. В какой-то момент я думала, что мы не вернемся. Ты что, какой-то герой? Лыжка. Thank you. Bye. Bye. Мы когда пришли, Андрей спросил, будут ли сертификаты, потому что мы видели про это где-то. И они сказали, раз уж у вас были такие плохие погодные условия, туда дадим вам. Показывай. Андрей и Мария. В принципе, могут быть любые Андрей и Мария. Похоже, мы выглядели слишком измученными, потому что обычно сертификат выдают только тем, кто покоряет самую высокую точку, а не просто доходит до кратера. Я думала, еще и за него придется платить. И дали вот такой клевый пакетик, чтобы не промокло хоть что-то у нас. Потому что у нас, кажется, случился минус полароид. Андрей его достал, из него вот так вытекла вода. Только не переживайте. Полароид просох и сейчас работает исправно. Ну а мы вместо отдыха поехали снять для вас еще одно интересное место. Надеюсь, что это достойно вашего лайка. После своего приключения на пику мы приехали на виноградники. Тут на пику для того, чтобы защищать виноград от постоянных ветров, используют вот такие вот лабиринты из вулканического камня и выращивают виноград, чтобы делать вино, которое мы будем сегодня пробовать, кстати. 20 лет назад ландшафт острова был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Но я хочу обратить ваше внимание в целом на дизайн под острова. Исторически деревянные детали тут красились красной драконовой кровью, соком драцены драконовой, а красный вместе с черным вулканическим камнем просто беспроигрышное сочетание. Конечно, чтобы осмотреть всю эту красоту, мы решили полетать.
Правда, скоро съемки пришлось свернуть из-за сильного ветра. И возвращаясь к машине, мы на себе ощутили пользу каменных стенок. Смотрите на этих виноградинок, которые прячутся. А сейчас вы как сможете? Надо ниже. Дома мы безуспешно сушили вещи и рассматривали артефакты с восхождения. Камень принес? Что принес? Камень с кратера принес. Блин, я хотела взять. А как ты успел? Офигеть. С какими-то штучками. Красивый. Ну а потом, наконец-то, сделали то, о чем мечтали весь день. Там тепло хоть? Теплое джакузи с видом на океан. После всего, что мы пережили сегодня, надеюсь, вы нам не завидуете. Двойное свидание это называется. Ребят, смотрите, что нашел. Это ты такие делаешь, это от тебя, наверное. Кайф, да? Что, наливаю? Да. Как я мечтала об этом, пока мы поднимались. Как будто заслуженно. Блин, да. Вино, которое я целый день ждала, потому что я хотела еще в музей выпить. Я не знаю, что делать. За героев, для серферов и хайкеров. Вы думаете, дождь проходящий? Я думаю, что да. Там Полотенце. там полотенце, вещь. Давай положим тапки друг на друга. Ты что, опять инженерное решение придумал свое? Ну хватит. Можно повыше, ребят! Релаксируемся! Дальше нам пришлось выключить камеру, но вытащить нас из теплого джакузи было не так просто. А вот с полетами на острове не задалось. Погода позволила взлететь только ночью. Зато засняли хотя бы силуэт Пику. Утром, все под тем же дождем и так и не увидев Пику своими глазами, мы отправились в аэропорт. Ну что, мы снова в аэропорте Пику. Аэропорт это крошечный, на табло всего 3 рейса на соседние острова. Пока ребята там сдают машину, быстренько расскажу вам, что происходит. Мы летим назад, но с 24-часовой пересадкой на следующем острове Терсейре. Там у нас будет челлендж посмотреть этот остров за сутки, но ситуация осложняется тем, что, во-первых, у нас заболел еще один член команды, и на данный момент без отравления осталась только я. И мне очень страшно. А во-вторых, прогноз погоды показывает, что на Терсейре вечером будет ветер, так что не знаю, что нам удастся посмотреть. Возможно, вас удивляет мой аутфит. Это единственная сухая одежда, которая у меня осталась после восхождения на Пику. Какие у нас остались эмоции после вчерашнего дня? Конечно, идти туда в такую погоду мы никому не рекомендуем. Если бы при всех сложностях наверху нас ждало солнышко и красивый вид, то это бы того стоило. У нас наверху было очень холодно, мы вообще не успели ничем насладиться, еле-еле сделали фотографии и бежали назад, но лично я не жалею. Мне кажется, что я здорово успела за этот путь перезагрузиться. Если честно, очень собой горжусь. Что могу сказать по самому острову? Тоже очень рада, что мы сюда приехали, что не ограничились одним Сан-Мигелем, потому что этот остров совершенно другой. Здесь более насыщенные краски, при этом эти лабиринты из вулканического камня как-то очень хорошо дополняют пейзаж. Когда люди сюда впервые переселились, всего 3% почвы было пригодно для земледелия. Они начали разбирать эти камни, складывать эти стенки, привозили с Фаяла землю, чтобы сделать эту землю пригодной для жизни. И в этом столько любви, столько желания жить, что это очень вдохновляет. Несмотря на погоду, очень рада, что мы здесь побывали. Что еще хочешь сказать? В целом по людям на островах могу сказать, что они отличаются, они более внимательны к чужакам, но всегда стараются помочь. Знаете, больше похоже на какой-то вайб деревни, когда все люди интересуются друг другом, когда они как-то вовлекаются. Еще очень здорово, что здесь все, кого мы встречали, разговаривали на английском. Даже пастух на склоне Пику подошла к нашей машине, сначала сказала на португальском, но, поняв, что мы туристы, быстро перешла на английский, и мы смогли изъясниться. Я такое слабо себе представляю где-нибудь на склоне Серра-де-Эштрелла. Острова готовы к туристам, но людей, именно туристов, немного. Мне кажется, здесь в мае меньше, чем на Мадейре в ноябре, в разы меньше. Хотелось бы, чтобы сюда чаще приезжали люди, чтобы местные жители зарабатывали деньги, улучшали инфраструктуру. Очень болеем за наши родные Азорские острова, поэтому обязательно приезжайте. Но помните, что это еще не все. Сейчас мы полетим на Терсейру, если погода позволит. В итоге наш рейс, конечно, задержали. Но вроде не из-за погоды, а из-за того, что самолет еще не прилетел. Будем надеяться, что улетим через 45 минут. Во время всей этой неразберихи с самолетами мы, конечно, не теряли время зря, а скидывали архивы видео на ноутбук. И скоро нас пригласили на посадку. Наконец-то идем на посадку. Погода, конечно, чудо. Вот сейчас, видите, вышло солнце, хотя минуту назад экипаж шел с зонтиками, их просто сносило. Азоры! Сдается мне, до сих пор я не уделяла достаточно внимания переменчивой азорской погоде. В оставшейся части влога она будет центральным персонажем. Вот и сейчас только мы сели в самолет, как небо снова плотно затянуло и пошел дождь. Тем не менее мы взлетели над Пику,
и уже через 20 минут приземлились на Терсейре. О боже, мы очень быстро прилетели. Даже, наверное, ни одного сна не было. Я даже не успела написать один пост. Слышали, они хлопают. Может быть, это значит, потому что плохие погодные условия. Ну, тут дождь фигачит, если честно. Я не уверена, что с такой погодой у нас получится что-то посмотреть. С каждой секундочкой все сложнее и сложнее. Наша идея с пересадкой на Терсейре все кажется более и более глупой. The adventure starts here. Мы снова сразу же арендовали машину, такую же, как на Сан-Мигеле, а ответственный за маршрут Андрей изучал, чем нас удивить на Терсейре. Одна из главных достопримечательностей на острове – это Алгар-ду-Карвау. Потухший вулканический кратер, внутрь которого можно спуститься через лавовую пещеру и прогуляться по его камере. Подобных мест в мире не больше 10. Можно съездить туда, надо это обсудить, это стоит 10 евро. Тем не менее, надежды на то, что мы что-то увидим, было очень мало. Но подумаем об этом после заселения. Мы оставили ребят в их комнате и пытаемся пробраться к своей. Но тут на пути лестница и плесневелый потолок. Интересно. Ура! Вау! Я не знала, что тут такой вид. Наша кровать, а тут кровать Артема Бутенко, как всегда. Ты сфотографировала ему все его кровати, чтобы он видел? Вот почему ты такой человек? И вот такой тут душ и туалет. Вот так смешно импровизированно мы сушим вещи, которые у нас намокли вчера на пику. Слава богу, в номере есть осушитель. Все цвета радуги собрались вместе, чтобы устроить цветную вечеринку. Расскажешь, что за город? Мы живем в городе Ангра-де-Ираижму. Это переводится как бухта героев. Это столица Терсейра. Наверное, вы все ждете, когда же я вам покажу красивые кусты гортензии. К сожалению, сейчас в конце мая еще гортензия не распустилась. Кое-где мы чуть-чуть ее видели, но в целом это, конечно, не те самые картинки с интернета. Немножко расстроилась я, но тем не менее, если приехать позже, то цены будут в 1,5 раза больше, поэтому тут нужно выбирать. Не знаю, как это организовывается, но вот тут какой-то магазин, а под ним выложено название. Выглядит вообще очень красиво. Узнал что-нибудь интересное? Это статуя Васко да Гама или португальским мореплавателем. Просто о том, что они открыли острова Азорские. Как может быть статуя о том? Как статуя может быть о чем-то? Эта статуя была создана в память о том, что Азорские острова были открыты, и Терсейра как раз была открыта третьим островом после Санта-Марии и Сан-Мигеля. Терсейра дословно переводится как третий. Прикольно. Все. А дальше пошел настоящий ливень. Смотрите, сколько воды у нас набралось в осушителе за 2 часа, пока мы гуляли. Просто жесть. Но бельишко почти сухое уже. А потом дождь прекратился, и мы кое-куда отправились. К сожалению, в нашем отряде -2 человека. Ребята остались в номере. Маша болеет, а Данил готовит для нее супчик. Буду подробно снимать влог, чтобы все им показать во влоге. Поехали. Итак, мы пришли в парк. Вот так он выглядит, такой полуостров. Сразу на входе в парк открывается супер вид на город. Как всегда в парках много петухов, а мы сворачиваем сюда к горе Бразилия. Эта гора была создана подводным вулканом. Извергся и образовалась эта гора, которая приросла к острову. В самом начале парка вы увидите крепость 16 века и всякие военные постройки. Но нас, конечно, больше привлекали растения и животные. Пока из всех животных мы видели на
Азорах только кисок. Насколько мы знаем, на Азорских островах есть налог на кошечек, потому что кошки уничтожают птиц, а птиц тут много эндемичных. И поэтому, чтобы как-то контролировать количество котов, был введен налог. Но вот сейчас мы видим 5 кошек одновременно. Мне кажется, они просто живут тут в парке. Не очень, да, похоже, чтобы кто-то облагал их налогом. Как мы увидели позже, парк является домом для целой колонии кошек. Осенняя атмосфера, много листьев. Мерещатся какашки оленей. Пошел дождь или это просто ветер? Но кажется, это просто камушки. Ну и какой португальский парк без места для пикника. Ну что, вид на город? Я не знаю почему, но мы с Андреем подумали, что это парк, в котором живет много оленей, прямо на свободе. Но оказалось, что в этом парке просто есть крошечный контактный зоопарк, в котором есть вольер с 2 несчастными оленями и несколько клеток с попугаями. Самые счастливые тут, по-моему, петухи, которые ходят на свободе. Парк приятный, конечно, тут приятно погулять. Прям такая природа, лес. Но не для того, чтобы лететь сюда с другого острова или тем более с континента. Будете на Терцейре, заходите, но, в принципе, ничего особенного. На Терцейре есть еще несколько достопримечательностей. Возможно, мы пойдем на них утром. А сейчас пойдем ужинать. Пришли в ресторан, но не сможем вам оставить рецензию, потому что закрыто. Мы на самом деле уже привыкли, не нужно рассчитывать, что если ресторан существует, и он работает по картам, что он будет работать на самом деле. Всегда нужно оставлять возможность того, что не будет мест, вас не пустят, окажется закрыто по неведомой какой-то причине. Так что будем искать какое-нибудь другое местечко. Ну а я хожу, наслаждаюсь, так что даже не сильно переживаю. 20-й дом, 28-й дом. У каждой двери свой номер. Нам с Андреем кажется, что этот городок, конечно, он португальский, но у него есть какие-то немножко другие вайбы. Вся вот эта вот такая цветастость какая-то немножко бросается в глаза. Розовая вокруг окон, но сами окна голубые и с синим еще. Дом желтый с зеленым. Еще я заметила какие-то узоры, которые я не видела раньше. Треугольнички с кружочком как глаз или какая-то такая по типу короны под окном. За столько времени жизни в Португалии, кажется, мы привыкли уже к местной архитектуре и настолько ее выучили, что для нас мельчайшее отличие очень сильно бросается в глаза. Итак, со второго раза мы все-таки пришли и будем пробовать вот это традиционное блюдо. Мясо, да? Да, мясо. У меня тут сангрия, а вместо трубочки макаронина, а у Андрея каперинья. Это аналог мохито, только с... не помню, как называется, короче, алкоголь бразильский. Ну, чуть-чуть горьковатый, освежающий. Представляете, вот этот белый сыр, он наверху с аджикой. Пахнет просто потрясающе, реально как запах из дома. Хлеб с чесноком просто очень вкусный. Как по мне, самое вкусное из всего, что здесь есть. Пробую кровяную колбасу. Пахнет нормально мясо. Да, но больше я не буду. Сосиски сами очень вкусные. Но остальной сыр довольно нам привычный, мы с первого дня его едим. Очень вкусный обычный сыр. Это томленая говядина, которая готовится за день до, а есть ее нужно на следующий день разогретую, потому что так вкуснее. Чан кипящий подают вместе с рисом. Сейчас Андрюш попробует и нам расскажет, вкусно или нет. Вкусно? Не знаю, просто вкусное томленое мясо, по-моему. Немного сладковатое, от лука. Ресторан нам понравился, так что рекомендуем. Сегодня мы проснулись пораньше, чтобы успеть еще что-то посмотреть на Терцейре. Уже в 10 с чем-то, нам нужно быть в аэропорте. Самое из этого удивительное, что сегодня ясно. Уже не помню, когда последний раз я видела солнце вот настолько. Кажется, это было еще в 26. Мы в крайний раз загрузили вещи в машину и кое-куда приехали. Мы добрались до Фумарола, трещины в горе, из которых выходит вулканический газ. Это означает, что вулкан спит и все хорошо. Тут пахнет серой. Мне кажется, чипсами какими-то. Тут в горах, конечно, снова стало пасмурно. Я даже отжала у Андрея кофту. Место, конечно, не очень нам понятно. Для каких-нибудь геологов это более интересно, но в целом представить, что это вулканический пар, это, наверное, стоит посмотреть. Кроме нас тут никого нет, вход бесплатный.
Ну что, пока ребята там фоткаются, скажу, что это наша самая последняя точка, обзорная площадка на Терсейре с видом на весь остров, на океан. Очень симпатично, хоть и ветрено. Я обещала поделиться с вами советами, как не поругаться в путешествии с друзьями. Так вот, кроме того, что взять с собой психолога, наверное, очень важно разговаривать и обсуждать все конфликтные ситуации, говорить о своих чувствах и пытаться понять чувства других, даже если ты сам ничего такого никогда не испытывал. У нас все получилось, мы все еще друзья и все еще готовы ездить в другие совместные путешествия. Я думаю, что и у вас получится, стоит только приложить небольшие усилия. Азоры супер, здесь не так много людей, это место не так доступно, но сюда точно стоит приезжать, наслаждаться этим, есть сыр, пить вино, изучать вулканы на всех стадиях, от каких-то там недавно извергавшихся всего лишь 300 лет назад до каких-то уже просто превратившихся в какую-то Швейцарию. И, конечно, если вдруг в вашем городе есть азорское вино, пожалуйста, делитесь со мной, мне будет очень интересно посмотреть. Вот и все, спасибо, что смотрели, как всегда, ставьте лайки, ждите наших новых путешествий. Надеюсь, в следующий раз это будет уже что-то за границей. Мы действительно много посмотрели внутри Португалии, и, мне кажется, хорошо изучили эту страну. Хочется немножко расширить горизонты, но я очень благодарна этой стране за все то прекрасное, что в ней есть. Спасибо, что смотрите. А еще не забывайте, что у вас все еще есть возможность получить открытку с Азор, предложив в комментариях направление для нашего следующего путешествия. И увидимся! This beautiful prison, I see water and trees. In this beautiful prison, my heart brings me to my knees. In this beautiful prison, people come and go. Some of them I love and others I don't know. Хорошо, что не с горы. Мы собираемся на восхождение и уже наученные горьким опытом Мадейры надеваем максимальное количество одежды. И обязательно берем с собой сухие носки. Уже сразу непонятно, куда идти. Все, уже возвращаются. Они видео снимают. Я не верю, что мы дойдем до конца. Смешанные чувства, да? Да, очень. Мы свяжемся с вами как-нибудь попозже, потому что надо немножко прийти в себя. Хотела рассказать. Ой, вы уплыли. Такая тут флора. Фауны никакой не видели, только птичку и мертвого червяка. Я боюсь, что нас не пустят в туалет, наоборот, не пустят в туалет только для тех, кто идет туда. Они нам принесли покушать. О боже. Представляете? А вот там, вот на пику, мы сегодня были в этой туче. Только не кроши, пожалуйста, в бассейн. А что, рыбок прикормишь? Как сказать правильно? Как сказать хорошо? Ладно, пофиг. Ну все. Нормально? Да. Надеюсь, там что-то слышно. Я тоже. А что тут за дверь? Ну, страшно, когда у нас такая дверь маленькая и закрытая. Там гномики, наверное. Это статуя Васко да Гамы или португальским мореплавателем просто о том, что они открыли острова Азорские острова, о том, что они открыли Азорские острова. Как может быть статуя о том? Как статуя может быть о чем-то? В честь того, установлена эту честь. В общем, мне везде мерещатся какашки оленей. Ой, еще одна кошка побежала. Или кто это? Заяц? Ну и кто это? Что он сделал? Не знаю. Вот это. Чуть-чуть волнуемся. Что если они нас забыли? Что если они спалили квартиру? Ну как вы тут? Мята, ты помнишь еще своих хозяев? Ну привет, ты соскучилась себе? Как ты думаешь, она соскучилась? Джей, тебе папа там купил кое-что. Ну что, мисс Мята? Как же так? Джей, это что у тебя? Джей, покажи мне. Ты все пошла? Путешествие окончено.